Привет, друзья! Меня зовут Аида. Вы слушаете подкаст Russian Easy Learning. И мы продолжаем нашу серию подкастов о русском языке. И сегодня мы с Франческо Бруно обсудим еще одну интересную тему. Нужно ли учить русский сленг? Думаю, ответ на этот вопрос хотел бы знать каждый изучающий язык. Начнем с того, что сленг – это дело непростое. Он постоянно изменяется, появляются новые выражения, но есть некоторые выражения, которые закрепились в языке. И сегодня мы с Франческо поговорим об этом. Привет, Франческо! Сегодня у нас очень интересная тема. Многие иностранцы очень хотят узнать неформальную лексику. Ты, как человек, который изучал и изучает языки, учишь ли ты сленг? И почему? Привет, Аида! Привет всем, кто нас слушает, кто готов к тому, чтобы нас слушать и получить новую информацию. Да, конечно, сегодня у нас будет такая очень интересная тема. Наверное, один из самых интересных, можно сказать, подкастов, которые мы сделали до этого времени. Сленг, правильно ты сказала, Аида, это такая форма, которая принадлежит языку, такая особенность, которая принадлежит языку, которая на самом деле очень важна. Почему? Потому что это часть культуры, это часть менталитета. Не все, конечно, могут понять сленга или разговорные слова. Особенно в русском языке надо сказать, что разговорные, неофициальные слова, они достаточно особенные, в отличие от других языков. В каждом языке есть свой сленг. Я считаю, что в русском языке сленг является очень особенным. Насчет вопроса, который ты мне задала, хочу сказать, что да, я использую сленг. Несмотря на то, что я работаю в итальянском консульстве, я дома, например, у себя дома или с друзьями, с которыми я общаюсь, более, можно сказать, поближе, более близко, я иногда использую эти слова. Надо, конечно, сказать, что сленг не в каждой области можно, в каждой ситуации можно применять. Почему? Как я сказал, так как я работаю в итальянском консульстве, я там разговорные слова я не буду применять. Я там использую больше формальных и официальных слов. Когда возвращаюсь домой, я с своей девушкой могу общаться, как я хочу. Поэтому очень важно для изучающих, в том числе русского языка, изучающих всех языков, в том числе русского языка, надо понять ситуацию. И исходя из этой ситуации человек может перебрать слова и может понять, какие можно применять и какие нельзя. Франческо, а как ты считаешь, нужно ли целенаправленно изучать сленг? Очень хороший вопрос, Аида, как всегда. Ты знаешь, Аида, как я тебе рассказывал, и как я рассказывал всем, я учился русскому университете, русскому языку, я учился в университете 5 лет. В университете, мы общались с многими носителями, с преподавателями русского языка, которые нам помогали изучению русского языка, с которыми мы общались. Я сдавал очень много экзаменов. Конечно, я учил слова литературные, официальные, поэтому я в университете не учил ни одного разговорного слова. Так как у меня тяга к языку, когда я выходил из университета и общался с друзьями из России, которые, например, учились тоже в Турине, где я прожил 5 лет, как я рассказывал. И когда я общался со своими друзьями по телефону, я начал учить другие слова неофициальные, уличные, скажем так, слова.
которые, как я сказал, надо применять в определенных контекстах. Я думаю, что учить эти слова важно, надо их знать. Надо их знать, потому что это часть культуры, это часть языка. Как дети, например, они вначале учат те базовые слова, которые слышат зачастую, да, чаще всего. И потом, общаясь с разными людьми, они слышат и учат, запоминают слова уличные, которые общеупотребляемые, которые используются чаще всего. Вот как надо учить язык. Ну а теперь рассказывай. Ты часто используешь в речи сленг? Очень хороший вопрос, Аида. Очень такой любопытный вопрос. И, наверное, тебе будет еще более любопытно знать, что раньше, когда начал учить русский и узнал, скажем так, о том, что в русском языке есть такие особенные сленговые слова, я их очень часто применял. Иногда мне было даже стыдно, потому что даже со взрослыми женщинами, взрослыми людьми, которых я впервые видел, я употреблял эти слова. Люди, конечно, улыбались, потому что понимали, конечно, что я итальянец, иностранец, да, и поэтому даже меня не принимали, можно сказать, по-серьезному, да. Вот почему надо и понятно, как я говорил, надо понять, с кем можно употреблять эти слова, с кем нельзя. Очень важно, потому что судя по тому, как ты общаешься, вот и человек будет так тебя воспринимать. И раньше я использовал очень часто слова как «зашибись». Да, когда я выучил это слово, я все время и начал его использовать. И поэтому люди, например, друзья у меня спрашивают: «Франческо, как дела?» «Зашибись, чувак, как у тебя дела?» Это не было, и, конечно, даже используя эти слова с друзьями, с знакомыми, с которыми я общался не так плотно, не так по-дружески, да. И это, конечно, не было очень красиво с моей стороны. Потом стал немножко анализировать лучше этот формат общения и понял, что так нельзя. Сейчас реже использую эти слова. Есть слова, которые использую чаще, и слова, которые немножко меньше использую. Я их понимаю, но не особо их применяю. А были ли такие ситуации, когда ты попал в просак? Сказал что-то не так или сказал что-то не в тему? Да и да. Были у меня такие моменты, когда я попал в просак. Я помню, как раз 2 года назад я был на лекции русского языка. Преподавательница русского языка меня очень сильно уважала и любила, потому что, конечно, я как студент выделялся при других, конечно, и среди других студентов. И однажды я использовал слово «выпендриваться». Я знаю, что это слово с преподавательницей, да, в университете нельзя применять. Лучше использовать «хвастаться», «понтоваться», наверное, «хвастаться». Более подходящее слово. А я использовал слово «выпендриваться». Она сказала: «Франческо, это нельзя использовать, потому что это очень неформальное слово, поэтому надо быть осторожным». Франческо, а какие сленговые слова или выражения ты часто используешь в речи? Вот прям очень часто. Назови 3 самых частых сленговых слова или сленговых выражения, которые ты используешь в своей речи. 3 слова, которые я чаще всего использую. Я использую слово «заходит», глагол. Мне заходит. Мне заходит, значит, мне нравится. Мне очень заходит эта машина. Мне очень нравится эта машина. Я использую «офигеть», когда, например, я в шоке. «Офигеть». Или «балдеть». Я балдею. Обалденно. Обалдеть, когда я очень сильно удивлен. Давай сейчас я назову тебе 3 сленговых выражения. А ты скажешь, ты знаешь, что это значит или нет? Итак, первое выражение, и мне кажется, это самый часто употребительный сленговый глагол – тащиться. И я тащусь от этой музыки.
Ты знаешь, что это значит? Кстати говоря, тащиться – это тоже одно из тех слов, которые я достаточно часто использую. Я тащусь от этой машины, я тащусь от этой музыки. Так, с первым выражением ты хорошо справился. Давай следующий сленговый глагол «лечить». Например, «хватит меня лечить». Как думаешь, что это значит? Лечить имеет два значения. Лечить через лекарство, да. Первое значение лечить. Я уже слышал это, когда хватит меня лечить, хватит меня обманывать, хватит мне дать неполезные, ненужные советы, вот и как я понимаю. Вот это один из тех глаголов, которые я не очень часто применяю, но которые я в контекстах я понимаю. Поэтому я так предполагаю, что хватит меня лечить, это как хватит пускать мне пыль в глаза, обманывать и так далее, и так далее. Ну и последнее выражение, которое я очень часто слышу, это выражение «выносить мозг». Что значит «выносить мозг»? Например, «моя жена постоянно выносит мне мозг, я устала». Что это значит? Выносить мозг значит заводить кого-то с ума. Боже, моя жена постоянно выносит мне мозги. Это значит, я схожу с ума, она сводит меня с ума. Она изводит меня, изводить, извести. Мне кажется, что тоже имеет какое-то подобное значение. Я думаю, что сегодня у нас получился очень интересный выпуск подкаста, потому что, по моему опыту, это очень частый запрос иностранцев, русский сленг. Спасибо тебе, что ты поделился своим мнением, и буду рада видеть тебя и слышать в наших следующих подкастах. Спасибо тебе, Аида. Как всегда, очень любопытные вопросы ты мне задаешь. И спасибо всем, кто продолжает нас поддерживать. Пока-пока, до связи. Друзья, всем спасибо за внимание. Ну а если вы хотите поддержать нас с Франческо, пожалуйста, пишите в комментариях, какие ваши любимые русские сленговые слова и выражения. Будет очень интересно узнать. Спасибо за внимание. Услышимся. Пока-пока.